Привет, ребята! Сегодня у нас третий урок, и это практика. Мы выучили уже довольно много, и, конечно, нам нужно проверить себя. Итак, наш план на сегодня. Сначала мы проверяем домашнюю работу и составляем небольшой текст о себе. Я очень рекомендую выучить его или хотя бы прочитать вслух 5-7 раз. А потом, самое интересное, мы смотрим интервью на русском языке и разбираем его вместе. Итак, домашняя работа, упражнение 1. Сейчас 8 утра, и мой сосед, как всегда, идет на пробежку. Let's change the sentence because now we need a process in the past. Вчера в 8 утра мой сосед, как всегда, шел на пробежку. We describe a situation when we see our neighbor going out of the house for a run. Твоя сестра едет очень быстро, мне немного страшно. Again, it is a process and we need to put it in the past. Твоя сестра ехала очень быстро, мне было немного страшно. Сейчас, после ковида, я опять хожу на тренировки 5 раз в неделю. Я хожу is a regular action in present. Let's make a sentence with a regular action in the past. В прошлом году после ковида я ходила на тренировки 5 раз в неделю. Мои родители никогда не ездят в горы. Они обычно ездят на море. In the past it will be: мои родители никогда не ездили в горы. Они обычно ездили на море. Куда ты идешь с такой большой сумкой? In the past, куда ты шел? Или куда ты шла, if it was a girl, с такой большой сумкой? Номер 6. Они идут по улице и громко разговаривают друг с другом. In the past tense, они шли по улице и громко разговаривали друг с другом. Номер 7. Я обычно езжу в отпуск в сентябре. In the past, я ездил в отпуск в сентябре. Номер 8. Мы ходим на курсы русского языка 2 раза в неделю. In the past tense, мы ходили на курсы русского языка 2 раза в неделю. Номер 9. Они едут на такси или на машине? In the past. Они ехали на такси или на машине. A process in the past. Номер 10. Они ездят в супермаркет в субботу утром. In the past. Они ездили в супермаркет в субботу утром. Надеюсь, вы сделали все правильно. Я уверена, что вы сделали все правильно. Но если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их внизу в комментарии. Упражнение 2. Я читаю правильные ответы. Куда она едет так рано? В офис. Куда едет твой брат? В Москву. Куда мы идем вечером? На концерт. Концерт – это мероприятие. That is why we use на. Куда твоя кошка идет? На улицу. Just to remind that на улицу means she's going outside. Куда едет твоя дочка? В школу. Куда всегда ходят туристы? В музей. The letter E in Russian is masculine. That's why we don't change the form of the word. You remember, right, that masculine words in accusative case don't change their form. Номер 7. Завтра утром мы идем на пробежку, а вечером в спортзал. Скоро мы бежим марафон в Стамбуле. Пробежка is not a place, it is just a run, that is why на пробежку. Спортзал is a place, that is why в спортзал. Номер 8. Куда ты едешь завтра?
На конференцию в Прагу. Конференция – это мероприятие, an event. Прага – это город, Prague. Раньше я ездила в университет на лекции 3 раза в неделю. Университет is a building, лекция is an event, lecture. Я покупаю фрукты и рыбу на рынке, а молоко и хлеб в супермаркете. Номер 11. Уже поздно, нам надо идти домой. Номер 12. В детстве мы всегда путешествовали на поезде. На поезде means by train. It's about the way we travel. В поезде means on the train. It's about the place where we are. Например, я люблю путешествовать на поезде. В поезде я всегда читаю, смотрю фильмы, разговариваю. The same about cars, the same about airplanes, the same about buses. Я люблю путешествовать на машине. В машине я всегда слушаю аудиокниги. Don't forget that we connect the preposition with the word. So, на поезде, в поезде, на машине, в машине. It's like one word. Упражнение номер 3. Сейчас я буду отвечать на эти вопросы, и в конце у меня получится небольшой рассказ. И у вас в конце тоже должен получиться небольшой рассказ, который нужно или очень желательно выучить. Если вы сомневаетесь, правильные ваши предложения или нет, пишите мне их в комментарии или на мой email. Я все проверю и обязательно отвечу. В детстве я часто ездила в другие города, но я никогда не была в других странах, когда училась в школе. Мои родственники живут в разных городах России, и мы часто ездили к ним в гости. На выходных я всегда хожу на пляж смотреть, как мой сын занимается серфингом. Если погода не очень хорошая, мы ездим на машине в соседние города или в соседнюю Испанию. На выходных всегда есть что-то интересное. Я редко хожу в супермаркет, потому что обычно покупаю продукты онлайн. Но примерно раз в неделю я хожу в торговый центр, чтобы купить что-то из одежды, обуви, что-то для дома. Я живу рядом с морем, точнее это океан, поэтому я хожу туда 2-3 раза в неделю. В детстве я каждый день ходила гулять с друзьями после школы. Сейчас я тоже очень люблю гулять, особенно в больших парках, или, если есть время, я люблю ходить в поход в лес или в горы. Сейчас я живу в квартире, а в России я жила в доме. Мне нравится жить везде, но летом, наверное, лучше в доме. Мой день рождения летом, и я люблю быть в России в это время. Люблю ездить на природу в этот день, делать барбекю, плавать в речке. И люблю быть в большой компании с моей семьей и друзьями. Если я не в России, то мы просто ходим в ресторан. Ничего особенного. Я хочу поехать во Францию. Поехать. This is the verb that we will learn in one of our next lessons. For now, you can remember that поехать means to go one time. It is a single action in the future.
If I said «я хочу ездить во Францию», it means I want to go there regularly. If I said «я еду во Францию», it means I'm going there. I've already planned. But a single action in the future is поехать. Итак, я хочу поехать во Францию. Это совсем недалеко от Португалии, поэтому я думаю, что я сделаю это скоро. Какие города? Я хочу поехать в Бордо и в Биарриц. Я знаю, что это очень красивые места, и я никогда не ездила туда. Okay, now let's learn time expressions that you might need to make up your own story. Past time expressions. Давно, раньше, 2 года назад, 1 год назад, 2 месяца назад. So, назад means ago. В прошлом году, в прошлом месяце, на прошлой неделе. It changes because неделя is feminine, месяц и год are masculine. Вчера, позавчера. Future time expressions. Завтра, послезавтра, на следующей неделе, в следующем месяце, в следующем году. Again, на следующей неделе is different because it is feminine. Неделя is feminine. Год и месяц are masculine. Через год, через 2 года, через 3 года, so on. Just remember через. And one more word, скоро, soon, скоро. Или очень скоро, very soon. Good luck with your stories and let's go on. Now we are going to watch an interview in Russian. Интервью на русском языке. Будет 2 человека. Молодой парень – это Юрий, Юрий Дудь. Это молодой журналист из России. Второй человек, пожилой человек – это Владимир Познер. Тоже известный в России журналист, который работает на телевидении. Итак, смотрим интервью в первый раз. Расскажите, где вы были за последние 7 дней? За последние 7 дней я был 2 раза в Екатеринбурге, 1 раз в Новосибирске, 1 раз в Ростове-на-Дону. 2 раза в Екатеринбурге за 7 дней? Да, да. А что вы там делали, если вкратце? У меня были там встречи. Я выступал. Так, давайте прочитаем скрипт вместе. Скажите, где вы были за последние 7 дней? Спрашивает Юрий. За последние 7 дней я был 2 раза в Екатеринбурге, 1 раз в Новосибирске, 1 раз в Ростове-на-Дону. 2 раза в Екатеринбурге за 7 дней? Удивляется Юрий. Да-да. А что вы там делали, если вкратце? Вкратце. У меня там были встречи. Я выступал. Мы видим 3 места. Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону. Это города в России. Но Владимир не использует слово «ездил». Он использует слово «я был», I was. Я был в Екатеринбурге, я был в Новосибирске, я был в Ростове-на-Дону. Это то же самое. Мы можем сказать «я был», мы можем сказать «ездил». Но разница, I will explain in English. The difference is that when we use был, I was, или была, feminine, we use prepositional case. That is why he says «я был в Екатеринбурге», «я был в Новосибирске», «я был в Ростове-на-Дону». And when we use a verb of motion, we cannot use prepositional. We use only accusative case. We already know that. That is why if you want to say, I went to Yekaterinburg, I went to Novosibirsk, I went to Rostov-na-Donu, we have to change the names of the cities and put them in accusative case. Let's do that together. We need to choose the right verb of motion, of course.
We need to think about two things. The first is, did he walk or did he use a transport? Definitely he used we don't know what transport he used, but he used a transport. So it can be ездить or ехать. It cannot be ходить, it cannot be идти. It can be ездить or ехать. Now we need to think if he describes a process or if he describes a fact in the past. If it is a process, we use ехать. If it is a fact, we use ездить. So he says, I went 2 times, I went 3 times. It is a fact, obviously. That means that we have to use ездить and put it in the past. Masculine past. That would be ездил. Do we need to change the names of the cities Екатеринбург, Новосибирск и Ростов-на-Дону? Think carefully. So, Екатеринбург, the last letter is G. It means the word is masculine consonant, masculine word. Novosibirsk, the last letter is K. It means it is masculine again because it is a consonant. Rostov-на-Дону is a bit tricky because it means Rostov-on-Don. Only the first word is important for us. На-Дону is always the same, no matter what case we use. So Rostov has letter V at the end, and it means that it is masculine. Do we change masculine words in accusative? No, never. That is why we don't change. В Ростов-на-Дону, в Екатеринбург, в Новосибирск. That is correct. Теперь давайте посмотрим отрывок из интервью еще раз, и надеюсь, сейчас все будет понятно. Расскажите, где вы были за последние 7 дней? За последние 7 дней я был 2 раза в Екатеринбурге, 1 раз в Новосибирске, 1 раз в Ростове-на-Дону. 2 раза в Екатеринбурге за 7 дней? Да. А что вы там делали, если вкратце? У меня были там встречи. Я выступал. Спасибо вам большое. Это была отличная практика. И у вас, как всегда, есть домашнее задание. Во-первых, вам нужно написать короткий рассказ о себе, использовать глаголы движения, verbs of motion, in different tenses, в разных временах. Куда вы ходите или ездите часто, куда вы ходили или ездили раньше часто или редко, и куда вы идете или едете в будущем. What plans do you have for the future? Обязательно используйте выражение времени на прошлой неделе, на следующей неделе, скоро и так далее. И другое задание – это аудирование, listening. Let's watch the video one time and you will get some tasks for this video in your homework file. Как часто я хожу в спортзал? Придите в любой фитнес-клуб и спросите, когда у них самые большие скидки. И вам ответят: в январе. Все решившиеся приходят в начале года, и там им продают абонемент на год с огромной скидкой. И ровно через 2-3 недели, максимум 2 месяца, 80% из них перестают ходить. Хотя абонемент куплен на год. Была же скидка. Когда покупал, тоже хотелось, чтобы наверняка буду иметь предоплаченный абонемент, буду ходить, думали они. У меня есть куча знакомых, которые рассказывают, что у них есть абонемент в спортзал, но они там были всего пару раз. Итак, если вы не верите, поговорите с менеджерами фитнес-клубов. Они вам расскажут, что основные деньги, до 80% они получают от тех клиентов, которые не ходят годами. Yes, I know that the video is a bit hard, but in the description of this video, of this lesson, you will find, as usually, a working file where I put the script for the video, some useful phrases you might need, and questions you need to answer. Я уверена, что у вас обязательно все получится. А на следующей неделе мы с вами, как обычно, встречаемся в пятницу, и мы начинаем изучать совершенный и несовершенный вид глаголов. It means perfective and imperfective forms of the
verbs of motion. It will be very interesting. Это будет очень интересно. Я жду с нетерпением этого урока. Спасибо вам большое, что смотрите меня. И до пятницы. Пока.